Всем привет! В прошлом видео я показывал, как мы обрезаем ремонтантную малину на зиму. Ну а теперь хочу показать, как я буду делать шпалеру для этой малины взамен вот этих старых опор. Для этого я буду использовать вот такие полипропиленовые трубы 25 диаметра. Такие вот у нас будут стойки высотой 1,20 м. Сверху будут припаиваться заглушки, чтобы туда не попадала вода. И будут выполнены поперечины из такой же трубы, которые будут крепиться к нашим стойкам на клипсы. Вот таким вот образом. И между собой поперечины будут соединяться уголками на 45 градусов, для того, чтобы создать окружность примерно 1,20 м. Кроме того, так как у нас есть здесь подвод автоматического полива, который проложен по всему участку, то в одну из секций, а именно нижнюю секцию поперечин, я хочу подсоединить этот полив и установить в этой секции форсунки, для того, чтобы наш весь малинник поливался равномерно. Итак, для наших стоек отмеряем 1,20 м высоту и отрезаем. Нам нужно 8 таких стоек. Шесть, еще нужно 2. 8 стоек готово. Теперь будем нарезать 45-сантиметровые поперечины. Их нам потребуется 16 штук для 2 рядов наших поперечин. Именно от длины этих поперечин будет зависеть наш конечный диаметр. Так как в нижней секции я планирую сделать капельный полив, то в одном секторе я сделаю такой тройник, к которому будет подключаться поливочная магистраль от нашего таймера полива. Вот таким вот образом. Ну вот, все наши заготовки готовы. Теперь можно приступать к пайке. Для удобства пайки я утюг надежно закрепил струбцинами к крышке стола. Это ускорит процесс. Выставил 250 градусов. И начнем с наших стоек. Стоек 8 штук, поэтому из заглушек я приготовил также 8. И последняя стойка. Ну вот, 8 стоек у нас готовы. Ну а теперь приступим к пайке наших уголков 45 градусов для поперечин. Их нам потребуется 16 штук. Для начала припаяем только с одной стороны каждой трубки, а потом оставшуюся часть, чтобы получился ровный диаметр, ровный круг, мы соберем на полу. Ну и для нижнего диаметра, где у нас будет подключаться поливочная магистраль, также сделаем заготовку. Чтобы все секции были одинаковой длины, подрежем нашу секцию с вводом полива. Ну и закончим остальные. Ну а теперь все секции будем соединять на полу, чтобы у нас был более-менее ровный круг.
Ну вот, нам теперь осталось только сомкнуть наш многоугольник. На этом работы по пайке у нас завершены. Можно отключить утюг. Вот такие красивые восьмиугольники у нас получились. Ну вот, теперь пришло время смонтировать крепление для наших двух ярусов поперечин на одинаковом расстоянии. Их нужно будет прикрутить вот такими шурупами прямо к нашим стойкам. Для этого отмерим от нашего низа по 50 сантиметров и 100 сантиметров и будем прикручивать. Ну вот, все 8 стоек у нас готовы. Теперь приступим к самому интересному – покраске. Но перед покраской давайте обезжирим сначала наши стойки. Ну вот, теперь приступим к покраске. Стойки у нас будут оранжевого цвета, а поперечины желтого. Вот такой яркий оранжевый цвет стоек у нас получился. Подождем, когда они высохнут. Ну а теперь переберемся к покраске наших поперечин. Также предварительно их обезжирим. И будем красить. Ну вот, такие вот яркие у нас цвета получились. Подождем, когда высохнет, и покажу, какая конструкция в итоге у нас получилась. Уложим один наш ярус вниз, для того, чтобы у нас был ориентир, куда забивать стеклопластиковую арматуру. Наши столбики будут нанизываться на эту забитую арматуру, и вся конструкция будет надежно держаться. Теперь будем нанизывать наши столбики на забитые колышки. Ну вот, теперь можно и закрепить нижний ярус. Нижний ярус закреплен, теперь закрепим верхний. Ну вот, такая красота у нас получилась. Теперь сделаем в нижнем ярусе подвод воды с нашей поливочной магистрали, для того, чтобы наша малина еще и поливалась. Ну вот, воду я подсоединил. Теперь сделаем в 4 местах маленькие форсунки для распыления воды. На Озоне очень недорого продаются вот такие форсунки.
они в зависимости от цвета имеют разный радиус распыления воды. Вот, допустим, красный это на 360 градусов. Нам нужны зеленые. У зеленых радиус 180. Для того, чтобы их монтировать в наши полипропиленовые трубы, возьмем сверло диаметром немного меньше, чем наша резьба в основании форсунки. Итак, делаем отверстие в трубе и вворачиваем нашу форсунку. Ну вот, достаточно туго вкручивается, значит подобран диаметр сверла верно. Также проделываем и с 3 оставшимися. Ну вот, все форсунки у нас на месте. Давайте же теперь проверим, как они работают. Да, я вижу, что вся площадь нашей малины выливается из этих форсунок. 4 штуки вполне достаточно. Если в период полива этого будет многовато, то всегда можно немного прикрыть кран и убавить давление. Ну вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам такая шпалера для малины. Конечно, она может подойти не только для малины, а и для любых других растений на нашем участке. На все материалы я потратил 11 тысяч тенге, это где-то 1700 рублей. Я считаю, что для такой конструкции это вполне недорого, и это включая краску. Надеюсь, это видео вам понравилось. До свидания.